Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Видео сегодня будет про маток. Ну, о чем же зимой говорить, если не о матках. Все равно делать нечего. Как мы все знаем, матки бывают нескольких типов. Первые это роевые, то есть это естественные матки. Вторые это искусственные, то есть которые искусственно оплодотворялись. Третьи это свищевые, то есть когда семья потеряла матку, она выводит себе свищевую матку. Мы это все знаем. И четвертый тип это матки тихой смены. И это у пчеловодов самые желательные матки на пасеке. Все их очень хотят и все их очень любят. Так вот, сегодня видео именно об этих матках. Тихосменные матки, мечта всех пчеловодов. В общем, люди интересуются, как происходит процесс тихой смены матки. В общем, это очень интересная тема. О ней можно, конечно же, прочитать в книжечках всяких разных, но я, как обычно, буду рассказывать о своем мнении, а оно не всегда соответствует книжному. Ну, такой вот я вредный. Иногда мое мнение с книжным вообще не совпадает. Ну, в общем-то, поэтому меня, наверное, и смотрят. Матки тихой смены. Традиционно они считаются лучшими матками из всех возможных вариантов, какие только могут быть. И на самом деле это вполне справедливо. Не без исключений, конечно, потому что иногда тихосменные матки не такие уже и хорошие. Но в основном, скажем так, 90% случаев это все-таки матки хорошие. Роевые матки, они не всегда хорошие. Когда пчелы выводят роевых маток, то среди них есть очень хорошие матки, они не уступают тихосменным по качеству по своему. Но когда пчелы выводят много роевых маток, то, скажем так, небольшая часть это отличные матки, большая часть это сносные матки, ну а процентов 40-30 это абсолютно никудышние матки. То есть это недокормыши, и лучше их сразу ликвидировать и с ними не мучиться, потому что роевая матка не всегда матка хорошая. Поэтому роевые маточники, если они недокормыши, надо вырезать, и чтобы рука даже не дрогнула. Роевые матки не все хорошие, потому что можно завести такую матку, горя потом не оберетесь. Поэтому размножение роевых маток тоже дело так себе. Я знаю, что есть такие любители, у меня там по соседству тоже есть такие любители, они только на роевых матках живут. Но я лично к роевым маткам вполне себе равнодушный, потому что среди них очень много шлака. Свищевые матки. Это тоже очень много маточников, как правило, в улье. И среди них, опять же, есть свищевые матки, которые по качеству тихосменным не уступают. Но очень много, опять же, недокормышей и всякого рода шлака. Потому что свищевые матки – это в процентном соотношении некачественных маток еще более проблемные, чем роевые. Искусственные матки. В общем, это матки, которые тоже имеют очень большой процент шлака. Если их сделать нормальными, то это надо приложить очень много усилий. То есть там и семья должна быть подготовлена, и сам процесс вывода маток должен быть обязательно правильный. И искусственные осеменения, если они искусственного осеменения, тоже надо осторожно и правильно делать. В общем, среди этих искусственных маток тоже очень большой процент выбраковки. Ну, если заниматься хорошо матками, потому что если заниматься на продажу, абы каких-нибудь, то тогда все нормально. Но если заниматься для себя и получать хороших маток, то процент выбраковки очень и очень большой. Собственно, единственный большой плюс этих искусственных маток, что их можно получать в неограниченных количествах, то есть заниматься матководством. Так, и последние тихосменные матки, как правило, матки хорошего качества. Но проблема в том, что их всего несколько штук, то есть тихосменных маток много не бывает. И то хорошего качества они бывают не всегда. Бывают случаи, когда эти матки недокормыши и никуда не годные, несмотря на то, что они тихосменные. Потому что что? Потому что хорошие матки бывают только в полноценных, сильных семьях. А если на тихую смену пошла слабенькая семья, то там хорошей матки не будет. И притом неважно, тихая эта смена, роевая, свищевая, вообще никогда не будет. Идем дальше. В каких случаях чаще всего происходит тихая смена маток? Хороший вопрос. Значит, случай первый. Это если у вас старая матка, и пчелы ею недовольны. Эффективность такой матки падает, и пчелы ее меняют. Ну, происходит это где-то на 5-6 году жизни среднестатистической матки. Ну, лично
по моей пасеке, я так смотрю. Чтобы матка была заменена по системе тихой смены, она должна прожить в улье 5-6 лет. Ну, понятное дело, что последние годы она уже, в принципе, никудышняя. Хотя бывают такие матки попадаются, были у меня такие, которые работали аж до самой смерти, пока их пчелы не поменяли. И к ним, в принципе, претензий не было. Они работали не хуже, чем молодые матки. Ну, бывают такие случаи, случаются. Второй случай, когда пчелы поменяют матку по-тихому, это матка либо больная, либо искусственно повреждена. Некоторые пчеловоды у нас, чтобы пчелы начали вести тихую смену, выводить матку, режут маткам крылья, режут маткам задние лапки. Ну, некоторые любители еще режут и передние. В общем, тогда матка получает увечья, и с большой вероятностью пчелы начнут ее менять по-тихому. Но не всегда. У меня была матка, у которой не было половины задней ножки, и она полноценно работала, и, в принципе, неплохая матка, и никто менять ее не собирался. Она себе жила, жила и жила, пока я не поменял на 3-й год. Третий вариант, когда пчелы пойдут на тихую смену, это матки, которых пчелы выводят ранней весной в слабых семьях. Да, вот слабенькие семьи, которые меньше 3 рамочек, ранней весной, сразу после облета, склонны к тому, что они закладывают маточники тихой смены. Хотя это приводит к их гибели, потому что для них это билет в один конец. И чуть-чуть позже мы рассмотрим, почему так происходит. Четвертый вариант, когда пчелы могут пойти на тихую смену, это при неоткачанном меде или когда пчелы скоропостижно нектаром залили ячейки и матки некуда откладывать яйца. В результате расплода меньше, и пчелы могут уйти на тихую смену, которая потом перейдет в роение с большой долей вероятности. Теперь по сути вопроса. Задавали, какой механизм тихой смены. Сам механизм появления у пчел желания поменять матку по-тихому очень схож на роевой. Даже можно сказать, что матка тихой смены – это по сути и есть роевая матка. То есть это матки, которые выведены по принципу выведения роевых маток, но при неблагоприятных условиях для роения. В этом отличие. Если благоприятные условия для роения, у вас будет рой и куча роевых маточников. А если нет условий для роения, у вас будет тихая смена и несколько маточников. Очень часто, соответственно, тихая смена переходит в роение, как я сказал. Если складываются благополучные условия, тихая смена нередко переходит в роение. И опять же, смотрим с другой стороны, очень часто, а я бы сказал, очень-очень часто, перед роением возникает так называемая тихая смена. Вот кто подписан на канал и видел мои видео про сигнальные маточники и о том, как зарождаются роевые банды в улье, то есть механизм перехода семьи в роевое состояние. Так вот, при тихой смене роевых банд не возникает, потому что сила семьи не позволяет роиться. Но сам процесс возникновения, что тихой смены, что роевой матки, он одинаков. То есть роевое состояние и состояние тихой смены, они очень и очень похожи. Так вот, кто подписан на канал и внимательно его смотрел, так я рассказывал, что перед роением очень часто возникают сигнальные маточники. Их там 1-2 штуки. Они возникли, их пчелы вырастили, их даже запечатали, а потом сгрызли. То есть они пропадают. Вот это сигнальные маточники. Так вот эти сигнальные маточники, это есть не что иное, как тихая смена. Но так как семья сильная, большая и есть взяток, то тихая смена отменяется, маточники сносятся, и, скорее всего, на 2-й раз уже будет полноценное роение, если там вдруг взяток даст немножко сбоя. Соответственно, как мы знаем, маточников тихой смены, как правило, немного, около 3 штук. Может быть немножко больше, может быть немножко меньше. Ну, как правило, немножко больше. Зависит, в общем, от породы пчел. И вот эти несколько маточников, они, как правило, очень хорошо выкормлены. И матки в них очень хорошие получаются. Опять же, если сила семьи позволяет это сделать. Потому что в слабых семьях даже тихосменные матки никудышнее. В свою очередь, роевых маточников пчелы навешивают намного больше. Матки тихой смены между собой не дерутся. Еще один такой нюанс.
Иногда после рождения тихосменной матки в гнезде работают сразу две матки, и молодая, и старая. Ну а потом старую они выбрасывают, то есть ликвидируют. Вот точно такая ерунда возникает и при роении, когда рождаются роевые матки. Их там в гнезде может быть несколько, и с роем может в рое вылетать несколько штук. Иногда рой ловишь, смотришь, а там несколько молодых маток одновременно. Но понятное дело, что со временем останется тоже только одна матка. Она облетится и будет откладывать яйца уже в гнезде. Но поначалу, когда они рождаются в массовых количествах, их по нескольку штук, и они между собой не дерутся. Потому что между собой очень любят драться только свищевые матки, а матки тихой смены и роевые не склонны к тому, чтобы драться между собой.